Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер, и у нас первая хорошая новость, это сделал уникальную ссылку на канал. Ну вот она выглядит так, YouTube касается, и потом Минер и майнинг на крипто. В общем, то же самое, что в названии канала, только без знаков тире и пробелов. Такой уникальный URL. Ну это может сделать каждый, который достиг каких-то там определенных показателей в YouTube, я уже и забыл. Я много лет назад делал это на других YouTube каналах. Ну а теперь к тематике сегодняшнего видео. Будем говорить про BSwap. Что происходит, какие перспективы, как получить бесплатно, собственно говоря, BSV-шки себе, потому что кто немного следит за каналом, тот знает, что BSV-шки за последние несколько дней выросли вдвое, они были 90 с чем-то центов, сейчас $1.90. Это связано в первую очередь с IDO, которое выйдет 10 число, а во вторую очередь это связано с игрой, на которую BSV делает большую ставку, и про игру мы поговорим во второй части видео. А начнем мы, пожалуй, с того, как бесплатно получить BSV-шки. Но перед этим напомню, что под каждым видео в описании есть реферальная ссылка, которая дает вам скидку на комиссии. И это немаловажно. Неважно, какой ссылкой вы воспользуетесь, будет это моя реферальная ссылка или реферальная ссылка чья-либо другая. Если вы уже привязали свой кошелек к BSwap, не используя реферальную ссылку, то рекомендую вам все-таки создать новый кошелек и привязаться к BSwap по новому кошельку, потому что вы будете каждый раз терять на комиссии. То есть, если вы не используете никакую рефералку, вы просто будете платить на комиссиях больше. Так, ну а теперь как же получить бесплатные BSV? Ну, переходим на всем известный сайт CoinMarketCap. Ссылка будет в описании. Обязательно нужно будет зарегистрироваться на CoinMarketCap. Ну вот как я здесь зарегистрировался, собственно говоря, я это сам сделал буквально вот сегодня перед записью этого видео. Перейдете в раздел BSwap на CoinMarketCap, прокрутите вниз, вы увидите, что осталось 7 дней 7 часов до окончания airdropа. То есть раздается 50 тысяч airdropов до 10 BSV на человека. Нажимаем кнопочку «Присоединиться к раздаче», и нам нужно будет выпустить классический набор операций. Собственно говоря, все то же, что мы все много раз делали для Heroes TD. Кстати, курс Heroes TD сейчас 0.88, даже меньше $1. И я вот задумываюсь о том, когда я буду продавать BSV, возможно, я немного прикуплю HTD. Ну, а BSV я особо продавать не буду. То есть я не буду продавать более чем... У меня сейчас где-то 1000 BSV, и в пределах моего плана по продажам я где-то половину буду продавать. А если даже вот на данный момент курс будет откатываться примерно к $1,5, то я в принципе назад откуплю то, что я продал по $1.90. Ну, примерно такой план. А если поглядеть на вот курс, когда он появился, это еще у нас было в мае, 24 мая этого года, то он сразу взлетел на 3.50. Если смотреть чисто по техническому анализу, то у нас был такого рода себе вот клинышек. Вот такого рода был клин, который на данный момент, если здесь еще были вопросы по поводу ложного пробития, то сейчас, то вот с отметки в доллар, он явно пробит и ушел наверх. Не знаю, будет ли ретест обратно в район там тех же 90 центов, но, как говорится, первую цель мы уже достигли. Первая цель это была вот предыдущая вершина, доллар там 86, вторая цель это 2.30, но я думаю, что в этом забеге, то есть как минимум до конца года, это минимум, мы увидим этих же 3.50, потому что до отметочки в 2.3 мы сможем дойти еще в пределах 10 числа, а может и больше, а игра, которая у нас будет запускаться тоже к концу года, то я думаю, она сильно пробустит этот токен. Так, ну что, я, в общем, пошел это все дело выполнять, добавить в список просмотра, то есть зафоловить CoinMarketCap, и прочую лабуду. Сейчас поставлю на паузу, все сделаю и скажу, с чем могут быть проблемы. Ну, в общем-то, ничего особенного здесь не было. Подписаться на твиты, фейсбуки, ютубы, ретвитнуть и вбить нужно будет свои аккаунты, в которых вы там, аккаунт Телеграма, аккаунт Фейсбука и BSV кошелек, ваш адрес. И все, в общем-то, вы участвуете. То есть, когда вы там будете отмечать эти пункты, то есть они не будут сразу подсвечиваться, как было в Heroes TD. Я не знаю, может, они их вообще проверяют, может, их никто даже не проверяет, честно говоря. Короче, зелененьким оно не засвечивалось, что они вот подтверждено. Просто вот нажал, все, вы уже участвуете в этой раздаче. Ну и хорошо. Участвуем, так участвуем. Кстати, а если давайте, ну-ка так, по теханализу, если у нас тут минимальная цель ближайшая была какая, и мы вот тут вышли,
Ну вот, как бы, да. Следующая вершина. В принципе, высота клина и является целью отработки, собственно говоря, клина. А у нас высота клина на самом деле-то побольше будет. Вот такая вот у нас высота клина. Ну, то есть реально, на перехай это точно будет. И будет довольно скоро. Так, следующая вещь, да, которая призвана взвинтить курс БСВ в небеса, ну, это, собственно, игра, да, по мотивам кальмарчиков. Это, собственно говоря, будет не одна игра, это будет серия игр с поддержкой БСВ. И, как видите, дата запуска 22-29. Что нам пишут? У нас будут NFT двух типов в этой игре, то есть будут автобусы и будут плееры NFT-шные. И получается, что наши вот эти вот NFT-шки в виде робби-бустов, роботиков, то есть они, ну, по крайней мере, на данный момент не будут принимать участие в этой игре. Может, они как-то там будут через стейкинг нужны, но в целом на данный момент это нужно будет покупать новые NFT-шки, естественно, за BSV. То есть в один автобус влазит 5 игроков, я так понимаю, то есть 5 персонажей NFT-шных можно запихнуть в один автобус. Потом будет какая-то еще отдельная стейкалка, скорее всего, для NFT-шек, но это будет потом. То есть будет отдельная реферальная программа. Если мы перейдем в документ именно по игре, то здесь мы увидим уже это все дело подетальней. Ну, здесь вот это все расписано, что курс BSV должен взлететь в небеса после запуска этой игры. Так, автобусы, минты. Чтобы принять участие, мы знаем, нужно купить автобуса, нужно купить NFT персонажа, активировать контракты игрока. Нужно обязательно будет стейкать BSV. Чтобы, в принципе, играть, нужно стейкать BSV. Это как тоже как один из пропусков, скажем так, будет. Понятное дело, почему BSV токены будут взлетать вверх, но опять же дальше играть. Ну да, типа если у вас нет токенов, идите и купите их на свапалку BSV. Напомню, ссылка в описании, комиссия самая минимальная 0,1%. У персонажей будет, у карточек героев будет определенный уровень энергии. Ну как у Робби Буста у нас там были от 1 до 10 энергии. Здесь у них будет Squid Energy, такой вот показатель. Опять же, активировать игрока нужно будет на определенный период, как будто бы, ну, стейкинг, ты лочишь своего персонажа, возможно, и BSV на конкретный период, то есть 15, 30, 60 дней. Энергия, которая будет у персонажей, она будет обнуляться каждых 48 часов, то есть каждых 48 часов мы используем нашу энергию в пределах, доступной нашему персонажу, и потом она, это все дело, обнуляется. Также здесь они пишут, что игра будет иметь несколько уровней, то ли это будет зависеть от уровня наших персонажей, или, ну, непонятно еще от чего, и мы можем входить в определенный уровень игры. Может, это будет зависеть от того, сколько вы BSV застейкали или еще от чего-то. То есть, если у вас, допустим, там 500 BSV, вы заходите там на второй уровень. И с таким-то процентом заработка. Если у вас там 1000 BSV, вы заходите там, на третий уровень игры. Там, где будут, ну, отличаться, наверное, награды и, ну, и определенные условия игры. Ну, Staff Game будет запущена позже с некоторыми открытиями. Стоимость игры, стоимость входа в эту часть игры будет низкая. То, что они пишут. И будет также приносить огромный доход до 10 тысяч. Ну, это, как мы знаем, любая новая монета, которая запускается, она там, хоть там 1 000 000 %, но она за первый же день падает уже обычно до сотен процентов. Определенный до 10 там процентов от покупок, от разных комиссий будет много действий, которые будут приводить к сжиганию BSV. Опять же, рост курса BSV. И у нас тут есть статистика лучших GameFi проектов. Вот на примере вот этой таблички и какой там был курс. Проекты не называются, да, чисто циферками, такой 1, 2, 3, 4, 5. Какой был рост, сколько там было пользователей за 7 дней, транзакций, объем и баланс. Ну, это на первом месте, это у нас что получается, может, акции какие-то. То есть на 70 тысяч процентов вырос курс монетки, получается, и 2 лярда она начала стоить. Ну и самый худший это трехкратный, ну 2,66 рост, самый простой какой-то вариант. Ну вот и курс явно будет трешечка, а то и выше к моменту запуска игры. Так, ну и пока тут монтировал видео, выскочила мне с официальной группы BitSwap вот это очередная напоминалка по поводу их IDO. Первое IDO выходит монетка XPS. То есть начало в 9 утра по Гринвичу, то есть в Москве это плюс 3, 10, 11, 12 часов
в Киеве в 11 часов. 10 декабря продолжительность будет 6 часов. Будут раздавать 10 миллионов XPS, но опять же пропорционально количеству участников. Ссылку на IDO тоже оставлю. Токен у нас называется Expansion, тоже Pay to Earn Decentralized 4x Strategy Game какая-то. Так, что здесь будет? Возможно, XPS BUSD, фарминг пара добавится, стейк XPS, зарабатывать XPS и BSV на ланчпуле, стейк BSV, зарабатывать XPS, дополнительные какие-то награды за коллаборацию. Ну и ссылка на детали по IDO. Ну, все будет в описании. Ну, в общем, на сегодня, ребятки, это все, что я вам хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто воспользовался ссылкой, помог мне и сэкономил свои деньги на комиссиях. Всем пока.